У многих людей акулы вызывают жуткий страх. Эти безжалостные рыбы-убийцы способны в секунды расправиться со своей жертвой и навести панику на кого угодно. Чего только стоит фильм «Челюсти». Именно поэтому большинство людей полагают, что опаснее хищника, чем акула, в море просто не существует. На сегодня ученые знают о существовании 526 видов акул. Белая акула занимает 4-е место среди наиболее опасных существ на Земле. Люди наивно полагают, что это бесстрашное существо – настоящая машина для убийств. Но это мнение весьма ошибочно. На самом деле акулы довольно трусливые существа, имеющие немало врагов. Подтверждением тому может служить случай, когда в 2019 году подводный фотограф Дэрен Вербек наблюдал под водой за акулой, которая сражалась с другим существом довольно крупных размеров. Многие враги акул весьма опасны и вполне могут разорвать даже самую большую акулу на части. Какие же враги могут быть у акулы? Конечно же, многие уже догадались, что главным врагом акул являются касатки. Эти огромные существа, достигающие в длину до 10 метров, относятся к отряду зубатых китов. Одна касатка вряд ли будет охотиться на акулу. Эти существа стараются избегать друг друга. Но если акула слабая, больная или это детеныш акулы, то группа касаток будет преследовать свою жертву и наносить ей удары своими хвостами. После тяжелых ударов касатки наносят акулам смертельные укусы. Бывает так, что весьма уверенная в своих силах акула решает напасть на касатку, но почти во всех случаях победа будет не на ее стороне. Касатки – очень умные киты, и они не тратят свои силы зря, а наносят смертельные удары в самые слабые места акул – в бока и жаберные щели. Касаток можно разделить на два вида – резидентные и транзитные. Резидентные – киты, ведущие оседлый образ жизни и живущие семьями. Такие касатки нападают на акул крайне редко, только если для них существует реальная угроза или среди акул есть легкая добыча. В отличие от резидентных, транзитные касатки весьма агрессивны. Эти плотоядные хищники часто нападают на морских млекопитающих и даже акул. Бесспорным преимуществом касаток перед акулами является их интеллект. Именно поэтому касатки быстро подстраиваются под обстоятельства и с легкостью могут совершать организованные действия. Дельфины против акул. Весьма опрометчиво поступает акула, решившая напасть на стаю дельфинов. Такое случается нечасто, но если все же происходит, то дельфины выходят победителями в этой схватке благодаря развитому интеллекту и командной работе. В таких схватках акула получает смертельные травмы жаберных щелей, и ее участь предопределена. Известно немало случаев, когда дельфины защищали не только себя, но и людей от нападения акул. Так, в 2007 году в Калифорнии серфингист Тодд Эндрис подвергся нападению белой акулы, которая нанесла 3 укуса и содрала кожу с ног и спины. Парню невероятно повезло, ведь его спасла группа дельфинов, которая окружила его и помогла добраться до берега, не подпуская к нему акулу. Акула против акулы. Акулы постоянно с кем-то ведут борьбу, даже со своими сородичами. В Тихом, Индийском и Атлантическом океанах обитают бразильские светящиеся акулы. Их размеры весьма скромные, около полуметра, но это абсолютно не мешает им нападать на всех подряд и на ходу отрывать от своих жертв куски плоти. Именно эти акулы нападают группой, поэтому даже самой крупной акуле не поздоровится, встретив на своем пути стаю бразильских акул. Что же касается людей, то эти акулы практически не нападают. Они обитают довольно далеко от берега, в открытом океане, поэтому шанс встретиться с этим хищником довольно невысок. Поэтому людям вообще не стоит переживать по поводу этих акул. Так что же за монстр напал на акулу, которую смог запечатлеть фотограф Дэрен Вербек? У берегов Гавайских островов он сфотографировал акулу с необычными шрамами на спине. Эти следы не были похожи на следы зубов, поэтому Дэрен решил разобраться, что же это было. Ученые из Флориды, к которым фотограф обратился за помощью, сообщили о том, что эти следы от щупалец огромного кальмара. Скорее всего, в поисках пищи эта акула опустилась на довольно большую глубину, где
морей обитают огромные кальмары, достигающие в длину более 8 метров. Ученые пришли к выводу, что на эту акулу напал кальмар длиной около 2 метров и оставил шрамы зазубренными колечками, которые находятся внутри присосок на его щупальцах. Акула и осьминог. Крупный осьминог вполне может полакомиться небольшой акулой. Для этого ему необходимо успеть схватить проплывающую мимо акулу и обездвижить ее с помощью яда. Затем осьминог приступает к трапезе, держа жертву своими щупальцами. Не всегда исход схватки акулы с осьминогом можно предугадать. Тут решающее значение имеют первые удары. Либо осьминог успел парализовать акулу, либо же акула первой нанесет удар и разорвет осьминога на части. Главным врагом речных акул выступают крокодилы. Не всегда они побеждают. Шансы у обоих хищников примерно одинаковые. В океане, помимо касаток, огромных кальмаров и осьминогов, на акул могут нападать голубой марлин и рыба-меч. На носу последней находится весьма острый и длинный нарост в виде меча. Именно с его помощью эта рыба развивает скорость до 97 км в час. Таким же наростом обладает и голубой марлин, который может весить до 800 кг и представляет немалую опасность для акул. Но самым опасным врагом акул, без сомнения, остается человек. Люди охотятся на акул уже давно, причин тому немало. Ради мяса, ради забавы, ради заработка. Ведь и на черном рынке за килограмм плавников акулы можно выручить около $5000, а из зубов акулы можно делать амулеты. По данным последних исследований, около 90% популяции акул находятся под угрозой исчезновения. Кроме целенаправленной охоты людей, акулам также вредят загрязнение окружающей среды и мирового океана. В последние годы серьезной проблемой для всего живого становятся аварии нефтеналивных танкеров, из-за которых погибает все живое. Еще не один год понадобится для того, чтобы океан восстановился и был пригоден для обитания подводных существ. Так как акулы размножаются довольно медленно, это может послужить причиной вымирания многих видов. Но не только нефть убивает акул. Ежедневное загрязнение мирового океана бытовыми отходами сказывается на популяции акул. На сегодняшний день в мировом океане находятся 5 огромных куч с мусором по размерам сопоставимых с континентом. Людям срочно необходимо задуматься и предпринять серьезные меры по очистке морей и океанов, ведь в скором времени из-за бурной жизнедеятельности людей могут исчезнуть целые популяции подводных животных, птиц и млекопитающих. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.